Добрый день! Сегодня мы рассмотрим такую тему, как общие сведения о резисторах. Резисторы находят очень широкое применение в различных радиоэлектронных устройствах. Это самый распространенный элемент в любых схемах. Основным назначением резисторов является создание сопротивления протекающему по нему электрическому току. Резистор – это радиоэлемент, используемый в радиоэлектронных устройствах и, по существу, представляет собой активное сопротивление, поскольку превращает электрическую энергию в тепловую энергию. Резисторы предназначены для регулирования или ограничения тока в электрических цепях. Они также используются в качестве нагрузок, делителей напряжения, для создания режима питания радиоламп, транзисторов и микросхем. Различают три вида резисторов: постоянные, подстроечные и переменные. Резисторы, сопротивление которых нельзя изменить в процессе эксплуатации, ремонта и настройки, называют постоянными. На этом рисунке мы видим условное графическое обозначение постоянного резистора на схемах и фотографии постоянных резисторов различной мощности. Резисторы, сопротивление которых можно изменять только в процессе ремонта и настройки, называют подстроечными. На этом рисунке мы видим условное графическое обозначение подстроечного резистора на схемах и фотографии подстроечных резисторов различных видов. Резисторы, с помощью которых осуществляют различные регулировки в аппаратуре в процессе эксплуатации. Это регулировка громкости, тембра, настройка и тому подобное, называют переменными или потенциометрами. На этом рисунке мы видим условное графическое обозначение переменного резистора на схемах и фотографии переменных резисторов различных видов. По виду зависимости сопротивления между начальным выводом от токопроводящей части и движком от угла поворота оси различают переменные резисторы таких типов: А. Линейная зависимость. Б. Логарифмическая зависимость. В. Показательная или обратно логарифмическая зависимость, что и показано на этом рисунке. То, что у отечественных резисторов А характеристика, у импортных будет обозначение Б. То, что у отечественных резисторов В характеристика, у импортных будет обозначение А. В зависимости от конструкции материала токопроводящих частей резисторы подразделяются на проволочные и непроволочные. В непроволочных резисторах токопроводящий слой изготавливают методом нанесения на керамическую основу тонкого слоя углерода или сплава металлов, обладающих высоким удельным сопротивлением. В проволочных резисторах токопроводящий слой – это специальный провод с высоким удельным сопротивлением – нихром, манганин, константан, который намотан на диэлектрическую оправу. Основной единицей сопротивления резисторов является Ом. Сопротивление резисторов измеряют в омах, килоомах, мегаомах и гигаомах. 1 килоом равен 1000 Ом. 1 мегаом равен 1000 килоом. Или равен 1 миллиону Ом, или можно записать 10 в шестой степени Ом. Можно так вот записать: 1 гигаом равен 10 в третьей степени мегаом, равен 10 в шестой степени килоом и равен 10 в девятой степени Ом. Рассмотрим основные параметры резисторов. Первое. Номинальное значение сопротивления. Второе. Допустимое отклонение от номинального значения. И третье – это номинальная, то есть допустимая мощность рассеивания.
Номинальное значение сопротивления может быть указано на корпусе резистора цифрами, например, как мы видим на этом рисунке. На верхнем резисторе 43К, то есть 43 килоома. На нижнем резисторе 5,5К1, то есть 5,1 килоома. Номинальное значение сопротивления может быть указано на корпусе резистора цветными кольцами. А на этом рисунке показано, как по цветовому коду определить номинал резистора. Первые три кольца – это номинал резистора в омах. Четвертое кольцо – это множитель. Пятое кольцо – это допуск в процентах. В первом варианте первое кольцо слева красное, значит цифра 2. Второе кольцо черное, значит цифра 0. Третье кольцо черное, значит цифра 0. Четвертое кольцо коричневое, значит умножаем на 10. Пятое кольцо коричневое, значит допуск плюс-минус 1%. И у нас получилось 200 умножим на 10, получается 2000 Ом плюс-минус 1%, или 2 килоома плюс-минус 1%. Во втором случае мы 20 умножаем на 100 и получаем 2000 Ом плюс-минус 5%, или 2 килоома плюс-минус 5%. Последнее кольцо у нас золотое. В третьем случае мы 10 умножаем на 10 и получаем 100 Ом плюс-минус 10%. Последнее кольцо у нас серебристое. Второй основной параметр резисторов – допустимое отклонение от номинального значения. Допустимое отклонение от номинального значения зависит от класса точности. Различают три основных класса точности. Первый класс с отклонением от номинала плюс-минус 5%, Е24. Второй класс с отклонением от номинала плюс-минус 10%, Е12. Третий класс с отклонением от номинала плюс-минус 20%, Е6. В этой таблице показаны ряды Е номинальных значений сопротивлений резисторов. Постоянные резисторы, предназначенные для использования в измерительной аппаратуре, а также тогда, когда требуется высокая точность номинала применяемых резисторов, изготавливаются с меньшими отклонениями от номинальных значений сопротивлений. Например, плюс-минус 2%, плюс-минус 1%, плюс-минус 0,5%, плюс-минус 0,2%, плюс-минус 0,1%, плюс-минус 0,5%, плюс-минус 0,2%, плюс-минус 0,1%. А в этой таблице показано кодированное обозначение допустимого отклонения от номинального значения. Кодированное обозначение обозначено английскими буквами. Третий основной параметр резисторов – это номинальная, то есть допустимая мощность рассеивания. При прохождении по резистору электрического тока выделяемая в нем энергия превращается в тепловую энергию. Чем больше сопротивление резистора R и больше ток I через него, тем большая мощность P выделяется на резисторе. То есть мы можем записать P равно I квадрат умножить на R, где P мощность в ваттах, I ток в амперах, R сопротивление в омах. Также мощность можно рассчитать по следующим двум формулам. P равно I умножить на U или P равно U квадрат
деленное на R. Номинальной допустимой мощностью рассеивания называют мощность, которая может рассеиваться на резисторе при температуре 20 градусов Цельсия. При этом резистор может работать, не перегреваясь, длительное время. Резисторы с различными номинальными мощностями рассеивания обозначают на схемах следующим образом. R1 0,125 Вт, R2 0,25 Вт, R3 0,5 Вт, R4 1 Вт, R5 2 Вт, R6 5 Вт. А на этом рисунке представлены фотографии отечественных и зарубежных резисторов различной мощности. Видно, что размеры импортных резисторов меньше, чем отечественных, что обусловлено различными технологиями их изготовления. Рассмотрим пример. Какое наибольшее напряжение можно подать на выводы резистора, если сопротивление резистора равно 100 кОм и он может рассеивать мощность 1 Вт. Эту задачу можно решить, используя формулу P равно U квадрат, деленное на R. И решаем. U квадрат равно P умножить на R. Отсюда напряжение равно корень квадратный мощность умножить на сопротивление равно корень квадратный из единицы умножим на 100 тысяч и примерно получим 315 вольт. В современной радиоэлектронной аппаратуре наибольшее применение находят следующие типы постоянных резисторов. МЛТ – металлопленочные лакированные теплостойкие, показаны вот на верхнем рисунке. ОМЛТ – металлопленочные лакированные теплостойкие с повышенной механической прочностью и надежностью, показаны на нижнем рисунке. На этом рисунке вверху показан резистор МОН – металлоокисный низкоомный. Внизу на рисунке показан резистор УЛМ – углеродистый, лакированный, малогабаритный. На этом рисунке вверху показаны два углеродистых высокостабильных резистора ВС. Слева резистор с плоскими выводами, а справа с обычными круглыми выводами. Внизу показан проволочный эмалированный влагостойкий резистор, сокращенно ПЭФ. На этом рисунке у нас показаны импортные резисторы различной мощности и номинала. При отсутствии нужного резистора в практических схемах используется последовательное, параллельное и смешанное соединение резисторов. Рассмотрим последовательное соединение резисторов. При последовательном соединении резисторов общее сопротивление R общее равно сумме сопротивлений всех резисторов. То есть мы можем записать R общее равно R1 плюс R2 плюс бесконечное множество резисторов плюс Rn. Рассмотрим пример. R1 равен 2 кОм, R2 равно 4 кОм. Найти R общее. R общее у нас будет равно R1 плюс R2 и равно 2 кОм плюс 4 кОм равно 6 кОм. Запомните, что при последовательном соединении резисторов первое. Сумма падения напряжений на каждом резисторе равна напряжению, подаваемому на все эти резисторы. Второе. Сила тока на любом участке цепи последовательно соединенных резисторов одинакова.
различный порядок последовательного соединения резисторов не влияет на силу тока в цепи. И третье. Последовательное соединение резисторов применяется для получения разных напряжений при одинаковом токе в цепи. Второй вариант соединения резисторов – это параллельное соединение. При параллельном соединении двух резисторов общее сопротивление R общее рассчитывается по формуле. R общее равно R1 умножить на R2 и деленное на сумму R1 плюс R2. Пример. R1 равно 4 кОм, R2 равно 6 кОм. R общее считаем по выше приведенной формуле. 4 кОм умножаем на 6 кОм и делим на сумму этих же резисторов 4 кОм плюс 6 кОм. И получаем 2,4 кОм. При равенстве номиналов резисторов величина сопротивления одного резистора делится на количество резисторов, соединенных параллельно. Например, R1 равен 2 кОм, R2 равен 2 кОм. R общее будет 2 кОм, делим на 2 и получаем 1 кОм. Проверим. Подставив формулу R общее равно R1 умножить на R2 и поделить на сумму R1 плюс R2. Если мы подставим эти значения в эту формулу, то получим тот же результат – 1 кОм. И третий вариант соединения резисторов – это смешанное соединение. Смешанное соединение резисторов представляет собой комбинацию параллельного и последовательного соединения резисторов. Расчет общего сопротивления при смешанном соединении в данной схеме делают такой последовательности. Сначала определяют общее сопротивление параллельно соединенных резисторов, а потом находят общее сопротивление смешанного соединения как сумму сопротивлений двух последовательно соединенных резисторов. Пример. R1 равен 1 кОм, R2 равно 4 кОм, R3 равно 6 кОм. По формуле находим параллельное соединение резисторов R2 и R3. R общее 1 равно R2 умножить на R3 и делим на сумму R2 плюс R3. Получаем 4 кОм умножаем на 6 кОм и делим на сумму 4 кОм плюс 6 кОм. В результате получаем 2,4 кОм. Теперь у нас получилось два последовательно соединенных резистора R1 и R общий 1. Подставив формулу их значения, получим R общее равно R1 плюс R общий 1 равно 1 кОм плюс 2,4 кОм, получаем 3,4 кОм. А теперь рассмотрим варианты обозначения резисторов на схемах. В первом варианте у нас резистор R1 номиналом 1 кОм и мощностью рассеивания 0,125 Вт. Во втором варианте у нас резистор R2 номиналом 100 Ом и мощностью рассеивания 0,25 Вт. В третьем варианте у нас резистор R3 номиналом 2,2 кОм и мощностью рассеивания 0,5 Вт. В четвертом варианте у нас резистор R4 номиналом 220 кОм и мощностью рассеивания 1 Вт. В пятом варианте у нас подстроечный резистор R5 номиналом 470 Ом.
В шестом варианте у нас переменный резистор R6 номиналом 10 кОм. А теперь рассмотрим проверку и выявление неисправностей резисторов. Исправность постоянных резисторов проверяют сначала внешним осмотром. При этом обращают внимание на целостность корпуса, отсутствие на его поверхности трещин и сколов, надежность крепления выводов. У неисправного резистора можно обнаружить обугленные поверхности лакового или эмалевого покрытия, а в ряде случаев колечки. Небольшое потемнение лакового покрытия допустимо, но в этом случае следует проверить значение сопротивления. Его допустимое отклонение от номинального значения не должно превышать плюс-минус 20%. Отклонение сопротивления от номинального значения может проявляться в высокооhмных резисторах более 1 мегаома при их длительной эксплуатации. В ряде случаев обрыв токопроводящего элемента не вызывает никаких изменений внешнего вида резистора, поэтому проверку его соответствия величины номинального значения делают с помощью амметра. Наиболее часто встречающейся неисправностью резисторов является перегорание токопроводящего слоя. Оно может быть вызвано прохождением через резистор недопустимо большого тока в результате различных замыканий в монтаже или пробоя конденсатора. Проволочные постоянные резисторы довольно редко выходят из строя. Основные их неисправности – это обрыв или перегорание проволоки, обычно устанавливают с помощью амметра. В переменных непроволочных резисторах чаще всего встречаются нарушения контакта подвижной щетки с токопроводящим слоем. Если такой резистор используется в усилителе звуковой частоты в качестве регулятора громкости, то при повороте его оси в головке громкоговорителя слышен треск. Встречаются также обрывы выводных контактов, износ или повреждение токопроводящего слоя. На сегодня все. Не забывайте заходить на мой канал. Продолжайте изучать основы радиоэлектроники. А пока до свидания, до новых встреч.